Здравствуйте, уважаемые садоводы и любители цветов! В сегодняшнем видео я подобрал для вас 11 полезных рецептов подкормок для комнатных растений и цветов из разнообразных аптечных таблеток, которые могут быть у вас под рукой. Надеюсь, это видео для вас будет интересным и полезным, и вы обнаружите для себя новый, неизвестный для себя рецепт. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ни один из новых рецептов, о которых я еще не рассказывал. Первая подкормка заключается в использовании таблеток, которые называются аспаркам. Данные таблетки содержат магний и калий. Калий необходим растениям для пышного цветения, а магний отвечает за образование хлорофилла в листьях у растений. При его недостатке листья растений начинают хлорозить, желтеть, растение начинает плохо расти и не цветет. Подкормка будет полезна для тех цветов, которые не хотят цвести, а также особенно для цветущих растений. Она сделает цветение более пышным, ярким и продолжительным. Таблетки по 500 мг можно класть непосредственно в горшок с цветком, по 1-2 таблетки в каждый горшок в зависимости от размера растения. Для этого просто прикапываем таблетки, после чего проливаем водой. Либо можно приготовить водный раствор подкормки. Для этого в 1 литре воды разведите 1 растолченную таблетку препарата, после чего полейте цветок по влажной земле. Такую подкормку можно повторять раз в 2-3 недели. Похожие таблетки на аспаркам называются аспармак. Только кроме калия и магния они содержат еще витамин В6 и аспарагиновую кислоту, которая является природной аминокислотой, стимулирующей рост и участвующей в различных обменных процессах у растений. Таблетки также можно закапывать в горшок по 1-2 штуки или делать водный раствор в пропорции 1 таблетка на литр воды. Следующая подкормка готовится из таблеток, которые называются глицин. Глицин – это природная аминокислота, также полезная для растений. Она является хелатором микроэлементов. Данная подкормка улучшит усвоение питательных веществ корнями растений из почвы, повысит концентрацию хлорофилла в листьях у растений, поспособствует хорошему росту листвы, побегов и бутонов, что положительно скажется на цветении. Для приготовления подкормки в 1 литре воды разведите 1 100-миллиграммовую таблетку глицина и полейте цветок под корень по влажной земле, а лучше сделайте опрыскивание по листу. Следующую подкормку вы можете приготовить из таблеток аспирина. Данные таблетки содержат салициловую кислоту, природный стимулятор роста и развития растений. Данное вещество поможет восстановить слабые цветы, повысить иммунитет растений и стрессоустойчивость, поспособствует активному росту листвы, побегов и простимулирует пышное цветение. Чтобы подкормка была эффективной, с таблетками нужно кое-что сделать. Дело в том, что салициловая кислота в форме таблеток плохо доступна растениям, поэтому нужно сделать так. В кастрюлю наливаем 1,5 литра воды и на такой объем берем 1 полуграммовую таблетку. Таблетку хорошо измельчаем. Кастрюлю закрываем крышкой и доводим раствор до кипения и кипятим 10 минут, после чего снимаем с огня. И после того, как раствор остынет, можем его использовать в качестве опрыскивания цветов по листу в вечернее время. Такую подкормку можно повторять раз в 2-3 недели. Следующую подкормку можно приготовить из таблеток, которые называются кальций-глюконат. Данные таблетки содержат кальций, важный макроэлемент для растений. Кальций отвечает за множество процессов у растений. Он контролирует водный баланс, отвечает за передвижение питательных веществ, участвует в процессах усвоения азота, стимулирует рост и развитие корневой системы. Он укрепляет клеточные стенки у растений, делает их стойкими к некоторым вредителям и различным заболеваниям. Для приготовления подкормки в 1 литре воды разведите 1 измельченную полуграммовую таблетку, после чего полейте цветы под корень по влажной земле. Повторять подкормку можно раз в 3 недели. Следующая подкормка готовится из таблеток, которые называются триптофан. Триптофан – это аминокислота, которая укрепляет растения. Она предотвращает возникновение различных стрессов у растений, которые могут тормозить рост и развитие. Это, например, может происходить после пересадки, при засухе, переохлаждении или смене местонахождения растения. Для приготовления полезной подкормки в 1 литре воды разведите 2 капсулы триптофана и опрыскайте цветок по листу. Следующая подкормка готовится из таблеток, которые называются нитроглицерин. Нитроглицерин содержит азот и глицерин. Азот – важный макроэлемент, который участвует практически во всех процессах у растений. Он улучшает рост и развитие, делает листву насыщенно зеленого цвета. При недостатке азота нижние листья будут желтеть и опадать, и растение перестанет расти. А глицерин является источником энергии для растений и полезных почвенных микроорганизмов. Он стимулирует рост растений и повышает
повышает их иммунитет, стойкость к стрессам и заболеваниям. Для приготовления подкормки в 1 литре воды разведите 10 таблеток по 0,5 мг и полейте цветы под корень по влажной почве. Или сделайте опрыскивание по листу. Повторять подкормку раз в 2 недели можно для декоративно-лиственных, а для цветущих раз в 3-4 недели. Следующая подкормка делается из гидроперита. Гидроперит содержит также азот и перекись водорода. Перекись водорода улучшает рост и развитие корневой системы, что положительно влияет на растения. В 1 литре воды разведите 1 таблетку гидроперита и полейте цветок по влажной земле или сделайте опрыскивание по листу. Такую подкормку для декоративно-лиственных растений можно давать раз в 2 недели, а для цветущих достаточно раз в месяц. Следующая подкормка готовится из таблеток, которая называется калий-йодид. Данные таблетки содержат йод. Такой микроэлемент, как йод, не нужен растениям в большом количестве, однако он улучшает их рост, развитие, повышает иммунитет и делает цветение более ярким, пышным и продолжительным. Для приготовления подкормки в 1 литре воды можно развести 5 таблеток и сделать опрыскивание цветов по листу. Такую подкормку достаточно давать раз в 3-4 недели. Следующий рецепт подкормки многим уже известен. Данная подкормка делается из янтарной кислоты. Янтарная кислота – это природное уникальное вещество. Она стимулирует рост домашних растений, стимулирует развитие мощной корневой системы, повышает иммунитет растений, снижает риск возникновения болезней у цветов. Растения, обработанные янтарной кислотой, лучше переносят стрессы, смену климата и переохлаждение, засуху и нападки вредителей и болезней. Если вы хотите ускорить рост новых побегов листвы и запустить пышное цветение, то данная подкормка будет особенно необходима. В 1 литре теплой воды разведите 2 растолченные таблетки янтарной кислоты по полграмма, которая содержит 100 мг янтарной кислоты. После приготовления раствора используйте его в качестве опрыскивания по листу в вечернее время или полив под корень по влажной почве. Также подкормку можно повторять раз в 2-3 недели. Следующая подкормка готовится из таблеток, которая называется спирулина. Спирулина – это очень полезная водоросль. Она содержит множество минеральных веществ, витаминов и аминокислот, которые укрепляют растения, повышают их иммунитет и стимулируют рост и пышное цветение. В 1 литре воды разведите 1 таблетку спирулины и сделайте опрыскивание по листу или полив под корень. Данную подкормку можно использовать для цветов раз в 10-14 дней. И напоследок хочу вам показать еще один полезный рецепт для цветов из аптечных таблеток, который называется валидол. Благодаря валидолу можно предотвратить появление вредителей в цветочных горшках. Таблетки содержат особые эфиры, которые помогут отпугнуть различных мошек. В 1 литре воды разведите 1 таблетку и полейте цветок под корень. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, какая подкормка вам больше всего понравилась и какой вы уже, возможно, используете. Поделитесь своими результатами. Не забудьте также поставить лайк и подписаться на канал. Также подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзене. Ссылку вы найдете в конце этого видео или в описании под ним.